Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Вот наступило время для заготовки черенков винограда для проращивания. Сегодня на улице уже декабрь, но зима у нас теплая, начало зимы, поэтому я решил попозже заняться заготовлением черенков. Что же нам для этого пригодится? Для этого нам понадобится секатор, желательно, чтобы он был острый. Понадобится куст винограда, с которого мы будем срезать лозу. И остальное желание, терпение и начинание. Начнем работу. Вот у меня есть куст, которому уже 3 года. И он вырос в достаточную длину для того, чтобы его уже начать обрезать. И брать из него черенки для размножения. Это ливадийский черный, довольно хороший сорт винограда для производства вина. У него самый лучший мускатный аромат, который я пробовал. Поэтому я хочу его размножить. Как же мы будем размножать? Во-первых, здесь куст уже сформированный. И я оставлял еще летом лозу высотой 2 метра, мой рост. Ну, для дальнейшего его развития весной придется обрезать на 8 почек. Я буду делать здесь арку, такую, как я рассказывал, шпалеру. Поэтому лишний будет мешать и не будет он так расти, как хотелось бы. Вот я считываю 8 почек не от корня, а от места, где будет первая труба шпалеры. То есть это у меня будет примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6-я почка. Значит, 6 плюс 8 будет 14. Значит, на 14 мы обрезаем выше на 1 сантиметр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот 14-я почка. И мы делаем прямой срез выше этой почки. Вот такой череночек получился. Теперь на череночке необходимо убрать все усы, которые будут мешать хранению и укоренению. Толщина черенка должна быть от полусантиметра до 2,5, в зависимости от сорта винограда. Всякие бывают сорта, бывают и очень толстые черенки. Для укоренения здесь нам хватит, даже можно будет пополам оперировать в дальнейшем. Достаточно 2-3 почек для хорошего укоренения. Но если мы захотим сделать мощный саженец, то можно будет 4-5 даже оставить, в зависимости от условий хранения и места проращивания. После этого необходимо сразу же приступить к его укупориванию на зиму, потому что это очень важный момент. Можно использовать эти черенки весной уже, после того, как они полежат в холодильнике. Некоторые садоводы берут, обрабатывают какими-либо антисептиками. В частности, это может быть медный купорос и железный купорос. И после этого заматывают в мокрую тряпку, пропитанную этим купоросом, и пакет, после чего ложат в холодильник на хранение, на зимнее. Но я это делал в последние годы, у меня не получается. Очень много цветет почему-то, появляется плесень, поэтому я решил в этом году по другому способу положить их на хранение на зиму. Для этого я выкопаю канаву и расскажу вам, как их хранить зимой. На втором рукаве также отсчитываем 14 почек и обрезаем все лишнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот это будет второй черенок для проращивания. Следующий кандидат. Тоже удаляю усы, все неровности. На черенках не должно быть никаких болезней, видимых повреждений. Желательно выбирать самые лучшие, потому что они послужат вам в следующем году уже хорошим саженцем. И через пару лет будет урожай. Вот так сейчас я нарежу с каждого сорта, который мне нравится, группу черенков. И посмотрим, что это выйдет. После того, как черенки нарезаны, в этом случае я покажу
на маленьком примере. Необходимо их связать и промаркировать, чтобы мы весной вспомнили, какой же это был сорт и не перемешался ли он с другим. Для этого нам понадобится обычная баночка из-под пива алюминиевая или из-под других напитков. И понадобится бечевка обычная, которая применяется для подвязывания винограда и прочих кустов. С помощью ножа или ножниц, на случай секатор, режем банку, вырезая небольшие прямоугольники вот такого плана. Вот такой получился у нас прямоугольник. Теперь необходимо с помощью гвоздя или другого острого предмета сделать отверстие для того, чтобы сюда веревочка вмещалась побольше, и подписать здесь острым предметом сорт винограда. Можно даже сокращенно, желательно на твердом чем-то. У меня это мурзовский черный. Пишу кратко, чтобы потом разобраться. Вот так получилось. Читаемо уже и понятно для меня будет. Теперь берем веревку, отрезаем кусочек, который нам понадобится для связывания. Здесь нужно ножик использовать. Он подойдет и секатор, универсальный инструмент для виноградника. Продеваем веревочку в будущую этикетку. Берем будущие саженцы, чубуки, и хорошенечко обвязываем. Не очень туго, чтобы их не поломать. Вот эти черенки уже готовы для зимнего хранения. Сейчас еще я нарежу такую же партию из других сортов. Длина их, как я говорил, сантиметров 50 у меня, потому что весной нужно будет срезы обновлять, и они будут короче. Желательно подлиннее срезать, насколько это возможно. Затем нам понадобится лопата штыковая и совковая, а также ведро обычного речного песка. Оденем рукавички и приступим к работе. Для начала необходимо определиться с местом, где мы будем закапывать их. Место должно быть это где-то в уголочке, чтобы мы потом при спашке огорода культиватором их не повредили, не поранили, или чтобы было легче найти их. Я для этой цели использую территорию возле забора. Здесь у меня культиватор в этом месте не заходит, и я точно буду знать, что здесь закопаны мои чубуки. Когда вы с местом определились, начнем копать канавку. Канавка должна быть глубиной 40 сантиметров и длиной в зависимости от длины ваших чубуков.
После того, как яма траншея выкопана, необходимо взять чубуки, померять, как они лягут в яме. И после этого приступить к насыпанию слоя песка на дно. Слой песка небольшой, порядка 10 сантиметров. Песок нужен для того, чтобы чубуки зимой не запрели и не загнились, если будет вдруг какое-то подтопление. И также будет легче их найти потом. Насыпаем небольшой слой. И немножечко его разровняем. Все, теперь можно опускать на дно траншеи чубуки. Стараясь их не поломать. Я чубуки сейчас ничем не обрабатываю, потому что они будут храниться в земле. А весной, когда я достану их, обработаю противогрибковыми средствами и буду приступать к укоренению. Зима у нас не очень холодная, поэтому я не делаю яму глубиной полметра, как рекомендуют. А 40 сантиметров вполне достаточно для того, чтобы они не замерзли зимой. После того, как мы уложили на дно ямы чубуки, посыпаем их сверху песком. Ведра вполне достаточно для того, чтобы чубуки были присыпаны. После того, как мы провели просыпку песком, берем штыковую лопату и засыпаем землей, делая небольшой холмик, чтобы потом весной мы могли найти без проблем наши чубуки. Главное, чтобы их куры не раскопали раньше нас. Вот такое у меня получилось хранение чубуков под землей. Такой холмик. Теперь желательно, чтобы те ребята не поразрезали, не порассыпали все. Вон они сейчас гуляют на огороде, для них это праздник. Для того, чтобы куры не раскидали кучу земли, я использую обычный ящик, 2 кирпича и положу сверху круг колесо, которое я использую для посадки виноградных кустов, как в этом случае. Теперь ни одна курица не раскопает хранилище чубуков, которое буду ждать своего часа весной. Вы были на канале Дело мастера боится, посмотрели видео о том, как я присыпаю на зиму чубуки. Весной я сниму следующее видео, в котором буду доставать чубуки, все выкапывать, готовить к проращиванию, проращивать и укоренять уже в земле. Так что до новых встреч. Пишите свои комментарии и замечания, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.